Дорогие друзья, всем привет! Давно не виделись. Знаете, как сложно возвращаться на YouTube после перерыва. Поэтому, друзья, если вы возвращаетесь к изучению русского после долгого перерыва, то я вас прекрасно понимаю. Вернуться к практике языка после перерыва намного сложнее, чем начать с нуля. Возможно, вы чувствуете, что вы забыли все, что вам нужно начать с алфавита, но при этом открывать алфавит и учиться читать снова, учить фразы «Привет», «Как дела?» – это очень скучно, я вас прекрасно понимаю. В этом видео я хочу поделиться советами, как можно вернуться к изучению языка после перерыва, и как можно это сделать максимально приятно и эффективно. Совет номер 1. Начните с того, что у вас хорошо получается. Я знаю, что многие студенты делают ровно наоборот. Вы думаете, у меня и раньше были проблемы с падежами. Значит, сейчас, после перерыва, я вообще их забыл, и мне нужно с этого начать. Нет. Здесь у каждого будет свой ответ, но в целом могу сказать так. Когда вы делаете перерыв, вы сначала теряете свои активные навыки – говорение и письмо. Это значит, что после перерыва вам будет сложно говорить и сложно писать на иностранном языке. Ну а навыки аудирования и чтения остаются с вами дольше. Поэтому я рекомендую начать именно с этого. Возможно, для многих из вас хорошим вариантом будет посмотреть видео на YouTube, послушать подкаст. И, внимание, когда вы слушаете, обращайте внимание не на новые слова и не на то, что было непонятно и можно изучить, так как вы, наверное, привыкли делать. Обращайте внимание на то, что вы поняли. Вы можете прямо взять и записать слова и фразы, которые вы знаете, которые вы поняли. После паузы в изучении мы хотим избавиться от вот этого ощущения, что, боже, я ничего не знаю, мне нужно начать все сначала. Вот как раз обращайте внимание на то, что было легко, на то, что вы поняли. Вы увидите, что вам не нужно начинать с нуля, скорее всего. Совет номер 2. Если у вас была большая пауза в практике языка, вы наверняка чувствуете, что вам нужно повторить то, что вы уже делали. Посмотреть старые материалы, посмотреть свои заметки. И если вы чувствуете, что для вас это работает, без проблем. Но я знаю, что для многих это такой дополнительный стресс. Во-первых, смотреть что-то еще раз может быть скучно. Ну а во-вторых, вы видите свои старые заметки и понимаете, о боже мой, я знал так много, а сейчас ничего не помню. Поэтому, если это ваш вариант, знайте, что не обязательно пересматривать старые материалы. Слава Богу, сейчас у нас есть огромный выбор. Вы можете выбрать любые ресурсы, материалы, найти альтернативу на любую тему, на любой уровень. Поэтому возьмите новые материалы на те темы, которые вы уже проходили. Совет номер 3. Когда вы организуете, планируете свое повторение, я знаю, что для многих очень таким логичным путем будет построить его вокруг грамматических тем. Вы можете думать, что сначала мне надо повторить падежи, потом глаголы движения, потом вот это вот все страшное. Не организуйте свое повторение вокруг грамматических тем. Возьмите простые базовые темы. Мой день, что я ем, что я покупаю в супермаркете, моя любимая музыка, мое хобби и так далее. Посмотрите, что вы можете сказать на эту тему. Если нужно, найдите ресурсы, материалы,
посмотрите видео на эти темы. Посмотрите опять-таки, что вы уже знаете из этих материалов, что вам понятно. Начните с этого. И если вы видите, что, ага, тут нужно использовать какой-то падеж постоянно, который я не помню, вот тогда вы можете открыть грамматические таблицы и повторить. Да, например, вы рассказываете, что вы едите, и видите, что там постоянно винительный падеж. Ну, тогда вы откроете и повторите винительный падеж на примерах еды. Кстати, если вы не смотрели мой Russian Immersion Course здесь, на YouTube, вы можете использовать его как материал для повторения. Да, курс для уровня А1 – это курс для начинающих. Но даже если вы уже пошли дальше, этот курс – хорошая база для повторения. Во-первых, он полностью на русском языке, так что вам не будет скучно даже на уровне выше. Во-вторых, он как раз построен вокруг коммуникативных тем, и вы сможете посмотреть, ага, что я помню хорошо, а где у меня есть пробелы. Если не смотрели, я отправляю вас на свой курс. Ну, а если вы на моем канале и уже посмотрели мой курс, я уверена, что вы сможете найти альтернативные материалы, если не хотите пересматривать что-то второй раз. Когда вы повторяете что-то, я считаю, что важно дать себе достаточно времени на это. Не нужно торопиться узнать что-то новое только потому, что вы уже давно изучали язык. И я знаю, что для многих это может быть проблемой. Мы хотим узнать что-то новое, нам скучно сидеть на месте и повторять. И мой 4-й совет как раз для вас, если это ваш случай. Когда вы повторяете, вы можете сделать акцент, сместить свой фокус на что-то другое. И рискну предположить, что хорошим вариантом для многих будет произношение. Знаю, что когда мы изучаем язык, особенно такой сложный язык, как русский, у нас часто нет времени уделить произношению много внимания. Поэтому сейчас, если вы после перерыва возвращаетесь к базе, и вы чувствуете, что, о боже, я делаю 10 шагов назад, я раньше так хорошо мог говорить все эти слова и фразы, говорить на эти темы, и сейчас мне приходится повторять, если вы так чувствуете, добавьте фокус на произношение и на фонетику. Постарайтесь звучать красиво, звучать максимально похоже на носителя языка, копировать произношение, копировать интонацию. Во-первых, это добавит такой элемент игры в ваши занятия. Это забавно, это весело. Во-вторых, если вы раньше этого не делали, вы почувствуете вот этот шаг вперед. Да, вы повторяете что-то старое, но сейчас вы делаете это лучше. Сейчас вы звучите гораздо лучше, чем раньше. И это даст вам чувство прогресса, которое вы ищете. Ну и совет номер 5. Если вы досмотрели до этого момента, значит, вы наверняка один из тех, кто вернулся или только возвращается к русскому языку после перерыва. Давайте поделимся своими историями в комментариях. Напишите, с чего вы начинаете или планируете начать свое повторение. Напишите, какой у вас был перерыв и почему. И да, давайте в комментариях поддержим и мотивируем друг друга. Всем спасибо и до встречи в следующем видео. Пока!